Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Saving a Life. Старик принес своего пса на усыпление, потому что не имел денег, чтобы спасти питомца. Увидев, как плачет человек и горюет собака, ветеринар принял единственно верное решение. Говорят, не в деньгах счастье, но иногда именно деньги решают наши судьбы. У пожилого мужчины не было и копейки лишней, когда врачи выставили счет за жизнь его четвероногого друга. В кабинете у ветеринара было тихо. Врач смотрел на пару, дворнягу, лежащую на столе, и старика, склонившего над ней голову и рассеянно поглаживающего питомца за ухом. Было слышно лишь тяжелое дыхание собаки и человеческие всхлипы. Пожилой мужчина никак не хотел отпускать своего друга и плакал. Андрей Александрович, молодой ветеринар, часто сталкивался с подобными проявлениями человеческих чувств перед усыплением животных. И это нормально, ведь люди успевают привыкнуть к братьям нашим меньшим всей душой. Но чувствовал специалист, это был особый случай. Сейчас мужчина вспоминал, как впервые увидел эту пару на пороге своего кабинета. Это было 3 дня назад. Тихий старик принес свою 9-летнюю собаку Найду на срочный прием. Животное вот уже 2 дня не вставало на ноги, и пожилой посетитель был всерьез обеспокоен этим. Как пояснил мужчина, кроме Найды у него никого нет. Андрей Александрович провел осмотр. Действительно, у собаки была серьезная инфекция. Ей было необходимо срочное дорогостоящее лечение. В противном случае животное ждала мучительная гибель. Поэтому, сказал тогда сухо врач, если вы не собираетесь лечить собаку, гуманнее будет ее усыпить. Сейчас Андрею Александровичу легко представить, что почувствовал тогда мужчина, но в тот день молодому специалисту было невдомек. После таких слов врача старик дрожащими руками высыпал на стол мелочь с помятыми купюрами платы за услуги. Он бережно взял на руки свою собаку и ушел. А сегодня он снова появился на пороге ветеринарного кабинета. «Простите, доктор, я смог найти деньги только на усыпление», сказал пожилой клиент, опустив взгляд. И теперь, когда старик попросил еще 5 минут, чтобы проститься со своей подругой, Андрей Александрович смотрел на эту пару и не понимал, откуда в мире такая несправедливость. Очень часто люди, у которых просто миллионы денег, безжалостно относятся ко всему живому, а тут бедный старик и умирающая дворняга. И столько чувств. Ком подкатил к горлу молодого врача. Он подошел к старику и положил ему руку на плечо. «Я вылечу», — срывающимся голосом сказал он, — «я за свой счет вылечу вашу Найду. Она же не старушка пока, еще побегает». Ветеринар лишь почувствовал, как под его рукой затряслись плечи пожилого мужчины в беззвучных рыданиях. Через неделю Найда уже стояла крепко на ногах. Капельница и грамотный уход сделали свое дело. Молодой доктор чувствовал себя счастливым. Может, он и сделал маленькое дело для несчастного старика и беспородной собаки, но на самом деле это был великой и доброй души поступок. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного. А также пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.